Приветствую, друзья! Компания КБИР взялась, на мой взгляд, за совершенно невероятный проект реализовать в 2022 году наушники с прямой посадкой. Сложно сказать, сколько раз у меня спрашивали что-нибудь актуальное с подобным типом фиксации. Вот теперь, наконец-то, мне есть что ответить. В дополнение здесь гибридная схема из одного 10-мм динамика и двух балансных арматур. Рассмотрим их подробно, изучим графики, ну и, конечно же, подробно поговорим о их звучании. Собственно, поехали. Пришла модель в ярко оформленной картонной коробке с изображением национального костюма, виниловой пластинки и списком из технических характеристик, в числе которых отметим 10-мм динамик и две неназванные балансные арматуры, что в совокупности дают чувствительность 105 дБ и импеданс, равный 16 Омам. В комплект нам положили инструкцию, она же гарантийный талон, плотный бокс из кожзаменителя, прищепку и два набора силиконовых амбушюр разного размера и диаметра сердечника. Кабель выглядит, честно говоря, не особо впечатляющий, тонкий, плетеный, немного непослушный, без явным образом сформированных заушин, на MMCX коннекторах и с L-образным пластиковым джеком на 3,5 мм. Аппаратура показала сопротивление каждой из его жил равным 0,650 Ома, что где-то уже на грани приличия. Сами чашечки имеют неочевидную такую каплевидную форму, полностью выполнены из металла и предназначены, судя по всему, для ношения как прямым, так и заушным способом, что сегодня огромнейшая редкость. С внутренней и боковой их части находятся два отверстия для компенсации 10-мм динамического драйвера и чуть вытянутый звуковод с выступом и защитной перфорированной пластиной. Внешняя же часть представляет из себя овал и вписанное в него наименование производителя. То есть по дизайну все хотя и очень необычно, но довольно-таки просто. Села мне модель прекрасно, причем как обычным, так и заушным способом. Звукоизоляция в норме, то есть все, друзья, на отлично. Вот так вот это все и выглядит. Или же заушным способом. По измерениям у нас практически стандартный импульс, незначительные расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие почти 0,6%, что очень даже достойно. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует примерно 74 и 94 миллисекундам с легкими возмущениями в нижней половине спектра. Разница между амбушюрами прослеживается, но исключительно на высокочастотных пиках. А вообще низкие частоты здесь имеют подъем на 10 дБ с резким таким заходом на середину. Аналогично по амплитуде выделения области разборчивости с пиком на 3 кГц, выделение 4,5 кГц для имитации ушной раковины и пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. Далее нам акцентирует 11 и 16 кГц, дабы подчеркнуть различные высокочастотные затухания. Звучат же Армосия очень выразительно, эффектно, словно в звук примешано немного реверберации. Объемный, теплый, в меру текстурный бас настраивает на особый лад от такого же доминирования. Однако производитель решил иначе и чуть ослабил его по амплитуде, тем самым акцентируя нас на скорости и динамических возможностях средних частот. При этом заходит он настолько глубоко, что прямо чувствуются вибрации. На родном кабеле количественно его ровно в меру, но стоит заменить на что-то медное, и мы мгновенно теряем в разборчивости всего музыкального полотна, а низ явно начинает доминировать. То есть к выбору кабеля тут подошли с огромной осторожностью, и заменить его на что-то подороже едва ли будет хорошей идеей. Серединка яркая, певучая, с легким уклоном в теплоту и достаточным количеством собственной массы. Особенно детальной или разборчивой я бы ее не назвал, но и какого-то недостатка в нюансах здесь тоже не чувствуется. То есть присутствует некий баланс с музыкальностью,
звонкости и техничности с явным уклоном в сторону первых. На высоких же сделали небольшой акцент на слух. Именно они придают звучанию звонкости и четкости, дополнительно очерчивая границы образов и наделяя тембры множеством мелких таких чуть колких нюансов. Веса у них очевидно меньше, зато прекрасно слышны различные затухания и шлейфы. Ценители арматурного почерка, уверен, останутся довольны. Плюс еще нет какой-то излишней резкости, грязи или сибилянтов. Не сказать, что прям совсем идеал, но весьма круто для своего сегмента. По амбушюрам скажу так. Серые с узким сердечником делают звук грубее, при этом лишая его той самой эффектности низких частот. Мне подобный тюнинг не особо понравился. А вот те, что с широким сердечником, исключительно благотворно повлияли на звучание Армосия. С чем не справились даже любимые мною КБИР 07. То есть выбора нам особо-то и не оставили. Насадки с широким сердечником чуть смягчают звучание, наделяя его объемом, энергией и глубиной, что без сомнения и есть реальное звучание данных наушников. Следовательно, подходит им только комплектный кабель и комплектные же амбушюры. Поэкспериментировать, конечно, можно, однако лично мне это вообще ничего не дало. В плане стилистики модель неплохо раскроет какой-то несложный джаз, блюз, различную танцевальную и не очень электронику, лиричный и агрессивный металл, соул, почти весь рок, причем как старый, так и довольно современный, и кое-что из академической музыки. Передать оркестр в глубину модели, увы, оказалось не под силу. Прорисовка более-менее точная, но раскрытие в глубину не происходит, плюс еще достаточно цельный такой характер построения полотна, не допускающий нужного количества воздуха. То есть звучит все довольно слаженно и гармонично, с достаточной передачей ритм-секции, но местами чуток не хватает разрешения и развития сцены в глубину. Хотя тогда бы наушники, наверное, шагнули в совсем другой ценовой сегмент. А так тут превалирует мелодичность, певучесть и глубина низких частот. Из источников я рекомендовал бы избегать лишь каких-то бюджетных, изначально ярких моделей. С ними пики на верхах могут немного, но беспокоить, особенно в скоростной тяжелой музыке. В остальном же лично мне все более-менее понравилось. Не убийцы гигантов. Есть у меня наушники и покруче, но как для своей цены и посадки, как говорится, попробуйте найти альтернативы. Их просто нет. Для тех, кто ценит звук за аналоговую теплоту, массу, насыщенность и мелодичность, это очень хорошее решение. Но если вам важна еще и прямая посадка, то альтернативы я вообще затрудняюсь назвать. Сравнить их могу, например, с Stereo iKai, который немного мягче, не столь эффектный по подаче и куда менее реалистичный. Выбирая между ними, я бы отдал свое предпочтение именно Армосе. Мне они больше понравились. Итогом, динамические наушники КБИР Армосия прельщают прежде всего своей достаточно редкой на сегодня прямой посадкой. Кабели насадки на первый взгляд не внушают уважения, однако попытки их чем-либо заменить не увенчались успехом. То, что лежит в коробке, подходит просто на порядок лучше. По подаче же это немного теплый, насыщенный, в меру рельефный звук с просто восхитительным по глубине и динамике басом, отличной передачей ритм составляющей и довольно естественной мелодичной серединой. Модель явно не про микродетали или особо выраженную техничность, однако арматурные излучатели делают свое дело, и какого-то недостатка в четкости или прорисовке здесь не испытываешь. В общем, отличная для своего сегмента модель с уклоном в глубокий сочный бас, естественность и музыкальность, а что еще важнее, с практически исчезнувшей у всех производителей прямой посадкой. Редкая и очень любопытная модель, рекомендую ознакомиться. А на этом у меня все. Это были наушники Армосия от бренда КБИР. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Там тоже много всего интересного. Собственно, пока.